каждой исторической эпохе можно найти людей, которые определяют ее лицо, концентрируют в себе ее наиболее характерные черты. Для периода первых месяцев после Октябрьской революции и военного коммунизма таким лицом эпохи является, на мой взгляд, Михаил Залманович Лурье, более известный как Юрий Ларин. Поскольку первые месяцы после октября и военный коммунизм — это две большие разницы, то сегодня будет рассказ о Ларине в 1918 году. Родился Миша Лурье в 1882 году, то есть революцию он встретил в 35 лет. Его мама во время беременности тяжело болела, и ребенок с рождения страдал от прогрессирующей мышечной дистрофии. Родственники вспоминали, что когда Ларин уже был ответственным работником, трубку телефона ему приходилось поднимать двумя руками, настолько слабым он был. При этом его путь традиционен для старых революционеров. Активное участие в нелегальных кружках, ссылка в Якутию, побег, иммиграция в Женеву. Да-да, человек, который не мог держать трубку телефона, сбежал из сибирской ссылки. Побег был коллективный, товарищи засунули Ларина в корзину и несли на себе сквозь тайгу. А Ларина, у которого с детства постепенно отмирали мышцы, такими мелочами было не напугать. Трудности сделали Ларина совершенно неудержимым. До 1917 года он был меньшевиком, примкнул к большевикам только в августе 1917-го, но уже выставил себя кандидатом на выборах в учредительное собрание от большевиков, против чего Ленин, просматривающий списки кандидатов в учредительное собрание, горячо протестовал. Против того, чтобы непроверенные люди представляли партию в политике, Ленин протестовал. А против того, чтобы такие люди возглавили экономический блок – нет. Ларин в эмиграции стал специалистом по военной экономике Германии. Писал, как капитализм создает в военных условиях такие формы управления хозяйством, которые могут быть использованы пролетариатом, когда он возьмет власть. На эти статьи обратил внимание Ленин. По воспоминаниям родственников, Ленин после революции вызвал Ларина и сказал: «Ну, теперь социализируйте». Перед октябрем Ларин требовал внести в экономическую программу партии пункты о фабрично-заводских комитетах, которые бы заменили самодержавие хозяина на заводе на демократизм рабочих. Также он ратовал за коллективные договора, распространение трудового законодательства на все категории работников, установку гарантированного минимума заработной платы, гарантированные отпуска и охрану труда. Напомню, что большевики поначалу вовсе не собирались немедленно уничтожать всех капиталистов, а планировали сосуществовать с ними довольно долго, пока рабочие не научатся сами управлять предприятиями. Ларин, как многие большевики в те месяцы, верил, что сознательности и самодисциплины рабочих, когда те получат контроль над производством, хватит, чтобы обеспечить рост, а не падение производительности труда. Доверие Ларина к массам проявилось и в том, что он вместе с левыми эсерами предлагал отменить введенный сразу после революции декрет о печати, которым закрывались газеты, призывающие к открытому сопротивлению новой власти. Сразу после революции, в ноябре 1917 года, Ларин публикует в «Известиях» амбициозную программу экономических преобразований от имени экономического отдела Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов, куда он, видимо, уже успел войти. Ларин предлагает принудительно трестировать, то есть объединить в холдинги или корпорации, все предприятия ряда важнейших отраслей промышленности. Все производство сосредоточить на крупнейших и самых технически передовых предприятиях. Провести конверсию, то есть переход на выпуск мирной продукции. Любопытно, что по проекту спекуляции акциями объединяемых в тресты предприятий на бирже запрещались. Но прежним акционерам гарантировалась определенная доходность. Пока не разразилась гражданская, национализация предполагалась с компенсацией прежним владельцам. Местным властям Ларин предлагает синдицировать, либо муниципализировать торговлю, то есть объединить ритейл в торговые сети и по возможности подчинить эти торговые сети самоуправлению трудящихся. То же самое он предлагает сделать с крестьянами.
Местные земства, по его задумке, должны были объединить всех крестьян в производственные кооперативы, которые бы сбывали продукцию государству и организованно закупали для своих членов сельскохозяйственную технику и промтовары. Эта программа – общее место у большевиков в те месяцы. Схожие мысли звучат у Ленина в очередных задачах советской власти. Социализм мыслился как сеть производственно-потребительских обществ, обменивающихся своей продукцией. Ларинское здесь – желание начать строить его немедленно. Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое производство и потребление. Каждая фабрика, каждая деревня является производительно-потребительской коммуной. Капитализм оставил нам в наследство массовые организации, способные облегчить переход к массовому учету и контролю распределения продуктов, потребительные общества. Кооператив, если он охватывает все общество, в котором социализирована земля и национализированы фабрики и заводы, есть социализм. Задача советской власти после того, как буржуазия экспроприирована политически и экономически, состоит главным образом в том, чтобы распространить кооперативные организации на все общество, чтобы превратить всех граждан данной страны поголовно в членов одного общенационального или, вернее, общегосударственного кооператива. Уже 14 ноября 1917 года ЦИК принял подготовленный Лариным положение о рабочем контроле. Официально положение разработал Центральный совет фабрично-заводских комитетов Петрограда, так что, видимо, Ларин возглавил и его тоже. По положению о рабочем контроле образовывался Всероссийский совет рабочего контроля, который успел провести всего 2 заседания и вошел в состав образованного в декабре Высшего совета народного хозяйства ВСНХ. Если вся власть принадлежит советам, то по всей стране при обычных советах создаются советы народного хозяйства. Они избирают президиум ВСНХ, а ВСНХ таким образом не диктует, а только координирует их деятельность. Таков был план. Так Ларин оказался в главном хозяйственном органе страны, став председателем Комитета хозяйственной политики ВСНХ. Кроме того, еще до образования ВСНХ он вошел в первую коллегию Наркомата труда. История Ларина, который за месяц после революции занял несколько ключевых постов, говорит о том, насколько велик был кадровый голод у новой власти. Степень лояльности Ленина Ларину характеризует такой факт. В первые месяцы после революции Ларин периодически подписывал проекты законов именем Ленина. В те годы «Правдой» заведовал Зиновьев, который получал документы из канцелярии Совнаркома и из Смольного, где был ящик для писем в редакцию. Ларин подписывался Лениным, клал письма в ящик, Зиновьев их аккуратно печатал в «Правде», не проверяя, а Ленин узнавал обо всем из газет. Ларин с гордостью добавляет, что получил по башке от Ленина за такое самоуправство только 1 раз. Вероятно, ленинская мягкость была связана не только с болезнью Ларина, но и с тем, что Ларин был племянником книгоиздателей «Гранат», для энциклопедического словаря которых Ленин писал свою статью о Карле Марксе. И, конечно, с тем самым кадровым голодом. Уже в январе 18 года Ларин передал в Харьков огульное распоряжение национализировать все горные предприятия Донбасса. Президиум ВСНХ тотальной национализации решительно воспротивился. Не унимаясь, Ларин в январе-феврале шлет директивы на Украину с призывами национализировать все брошенные рудники и заводы, печатать собственные деньги и денежные суррогаты, а между государственными предприятиями передавать продукцию вообще без денег. К деньгам Ларин относился очень легко. Он пишет, что посылка денег из Петрограда ограничивается только мощностью печатного станка и запасами бумаги. В марте Ларин вместе с Милютиным от ВСНХ принимают участие в подготовке декрета о потребительских кооперативных организациях. Декрет был утвержден 11 апреля 2018 года. Все население должно было включаться в кооперативы. По мере обеспечения кооперативов продуктами, заработок рабочих должен был заменяться карточками, свидетельствами на получение в кооперативных организациях определенных предметов потребления по нормам, устанавливаемым центральными или местными советами. Центральные распределительные органы доводили бы продукцию до кооперативов, а кооперативы бы уже распределяли ее между своими членами. Декрет был практическим шагом к реализации идеи социализма коммун.
Нажим Ларина на идеи национализации усилился после Брестского мира, так как более сохранять видимость хороших отношений с капиталистами он не считал нужным. Однако большинство ВСНХ идеи Ларина и его заместителя Ломова не поддержали. Что бы сделал обычный человек в такой ситуации? Попытался бы переубедить президиум или успокоился бы. Но Ларин сдаваться не собирался. Весной 1918 года Ларин, Ломов и Смирнов разослали как бы от себя приглашение всем металлургическим заводам избрать представителей от рабочих и собраться на конференцию в Москве для обсуждения вопроса об их национализации. Все заводы явились. В зале гостиницы «Метрополь» около недели продолжалась конференция из более чем 100 членов. ВСНХ отнесся к конференции, мягко говоря, сдержанно. Но конференция приняла доклад Ларина о национализации, избрала Временное бюро национализируемых заводов и послала делегацию к Ленину просить поддержки. Ленина фактически приперли к стенке. Надо было или поддержать требования масс о национализации, пойдя против ВСНХ, либо выступить против уже как бы созревшего порыва рабочих. Ларин этим не удовлетворился, назначив работавшего у него в совещании по обороне Гуковского комиссаром над нефтяной промышленностью для подготовки ее национализации. Вскоре, по требованию масс, была национализирована и она. ВСНХ и советское правительство, Совнарком, пытались сопротивляться напору Ларина и энтузиазму масс, так как государство было совершенно не готово обеспечивать национализируемые предприятия сырьем, материалами и организовывать их работу. Без должной подготовки национализация приводила только к тому, что все долги и проблемы предприятий вешались на бюджет. Проблемой национализированной и совершенно расстроенной к лету 2018 года промышленности было то, что теперь содержать ее нужно было государству, у которого совершенно не было на это средств. В наследство от прежней власти советскому правительству досталось совещание по обороне, то самое, где был Гуковский, имевшее право оказывать поддержку военной промышленности за счет эмиссии, то есть печати новых бумажных денег. Ларин добился его переподчинения из ведения Наркомата вооружений в ведение своего Комитета хозяйственной политики ВСНХ с расширением полномочий на финансирование всей промышленности. Отсюда суды выдавались самым разнообразным предприятиям, до общества организации угольных копий в Кузнецком бассейне включительно. Расходование денег должно было происходить под рабочим контролем исключительно на заготовку сырья, топлива, материалов, на выдачу заработной платы, оплату транспорта и тому подобного. Разумеется, это немедленно привело к тому, что за деньгами выстроилась очередь. Ленин 8 мая 18 года послал телеграмму ЦИКу Советов Сибири. Прокопьев и другие заваливают депешами Ларина, прося денег. Заявляю, что на мою телеграмму с точными цифрами от 23 апреля я ответа не получил. Заявляю, что такое отношение к делу, когда не отвечают, на какие цели употреблены сотни миллионов и почему и сколько нужно сверх нормы, недопустимо. С 26 мая по 4 июня 2018 года проходил первый Всероссийский съезд совнархозов, в постановлении которого было закреплено, что проведение национализации должно быть лишено случайного характера и может проводиться исключительно или ВСНХ, или Советом народных комиссаров по заключению Высшего совета народного хозяйства. Но не тут-то было. Тактика поставить всех перед фактом была развита Ларином в Берлине, куда он отправился в июне 2018 года в составе делегации, куда также входили Бухарин и Сокольников. Делегация должна была обсудить с немцами экономические условия Брестского мира. Дело в том, что немцы поднимали вопрос о компенсации немецким акционерам стоимости национализируемых предприятий. Русские капиталисты, видя это, стали переписывать свои заводы на немцев, надеясь таким образом получить за них хоть что-нибудь. Делегация, в числе прочего, должна была обсудить этот щекотливый вопрос. Ленин по этому поводу телеграфировал советскому послу Адольфу Абрамовичу Йоффе. «Товарищ Йоффе, едут к вам Сокольников и Бухарин, окажись и Ларин. Бухарин лоялен, но зарвался влево глупизм до чертиков. Сокольников свихнулся опять, Ларин мечущийся интеллигент, ляпало первосортный. Поэтому будьте архи начеку со всеми этими примилыми и припрекрасными делегатами». И Ларин не подвел.
Приехав в июне 1918 года в составе советской делегации в Берлин для переговоров об отношениях после Брестского мира, на первый же вопрос немецкого представителя о наших намерениях я указал, что произойдет национализация всех акционерных промышленных предприятий. Это вызвало сразу конфликт внутри русской делегации, во-первых, и протест немцев, во-вторых. Немцы заявили, что они готовы терпеть национализацию лишь того, что конфисковано до сих пор, и то при условии вознаграждения владельцев, а всякая национализация после 1 июля, до которого оставалось несколько дней, ими отвергается, а тем паче общая национализация всех акционерных предприятий. Йоффе в ярости послал Ленину телеграмму с просьбой дать ему полномочия отправить Ларина обратно в Москву, так как работать с ним невозможно. Но дело было сделано. ВСНХ был вынужден в авральном режиме за несколько дней подготовить декрет об общей национализации промышленности с тем, чтобы национализировать все, что можно, до 1 июля 1918 года. Разумеется, советские историки старались не упоминать, что тотальная национализация всей крупной промышленности была проведена по желанию всего одного человека, который использовал немцев как таран против недостаточно революционного, по его мнению, Совета народных комиссаров. Если бы не хвастовство Ларина, возможно, мы бы об этом и не узнали. Декрет о всеобщей национализации по времени примерно совпал с началом мятежа Чехословацкого корпуса, что знаменовало начало полномасштабной гражданской войны и соответствующей ей политики военного коммунизма. Теперь Ларин мог развернуться по-настоящему.